Price Action Pattern формируется у нас по NASDAQ. Агрессивная продажа, если этот бар закроется ниже минимума вот этой свечи, мы можем зайти на sell с целью 15-17 пунктов до вот этой структуры. Sell. Берем первый скальп в этой зоне. В то же время это зона и покупок, где мы планируем взять 14 тысяч ровно. То я поставлю сюда алерт. Готовимся схватить первый тейк. $15 пунктов, пожалуй, пожалуй, оптимально. У нас структура слева. Да. Сегодня рынок не такой дикий, да, не такой волатильный. Иногда очень полезно упражнение вот так руки. Обычно 5-7 минут и уже понятно, будет у тебя профит, либо тебе пора валить.
Вот в этой ситуации, если рынок уйдет выше максимум вот этой свечи, то пора валить. Практически никакого риска. 3-4 пункта. Я адаптировал свои стопы. Сначала ты даешь чуть-чуть пространства, да, рынку, смотришь, как ведет себя цена, а потом уже адаптируешь под то, что происходит. Я поставил за high, за максимум. Без убыток, но это слишком близко, что рынок может снова прийти протестировать здесь. Ну а если нарушить этот максимум, мне делать нечего в позиции. Ну и в идеале, чтобы мы пришли и коснулись вот этой структуры. Забрали тейк. Стоп второй позиции, у меня без убытки уже. То есть я открываю 2 сделки всегда. Нажимаю sell, да, и 2 позиции. Тейк второй, вон где. Далеко очень. Он на случай больших движений, ну, по крайней мере сейчас таких предпосылок нет. Ужесточил свой стоп за максимум вот этой свечи, потому что если она пробьет минимум, то мы пойдем сюда очень вероятно. То есть это тоже свечной паттерн будет. Можно добавить здесь, если вот эта свеча телом закроется ниже минимума вот этой левой свечи. Если нет, то я ничего трогать не буду. Итого мы забрали плюс 30 пунктов. По 15 с каждой позиции. Да, не пробили, ну и ладно. Ждем. Не очень, да, такой рынок сегодня. Быстрый, масштабный, но тем не менее. Что-то происходит. Хоть что-то. Если же придет сюда, то мы купим на поддержке зеленая зона. До этого мы тестировали зону сопротивления. У нас был price action pattern. Да, чуть-чуть поздноватый. Но высоковероятный, скажем так. Ведь когда мы торгуем, мы ориентируемся на вероятность того или иного паттерна, сигнала. То есть какова вероятность. Есть сигналы такие очень ровные, да, идеальные, скажем так. И вот это одна из таких комбинаций. Price action. Из свечных паттернов, да, которые я нашел для себя рабочими. Я не торгую стандартные свечные паттерны, такие как пин-бары, да, ну в прямом смысле этого слова. Или там поглощение. У меня есть свои паттерны, скажем. Не то, что они прям, никто их никогда не видел. Нет, скорее всего, даже их видели на графике, но не торговали и не обращали никакого внимания. Посмотрим. Если рынок сейчас дернется ниже, я еще передвину свой стоп ниже. Пока мы видим, идет борьба вот за эту какую-то локальную поддержку. Раз, два, 3 минуты цена стоит. Ну и ладно, пусть стоит. Мы видим, что рынок проводит большую часть времени во флете. То есть вот между красной и зеленой линией. Видите? Это говорит о том, что пока следует воздержаться от агрессивных действий на пробой, например. Или от трендовых сигналов, таких как ротация бара или PB сигнал, PB buy, потому что эти сигналы будут хуже работать вот в таком рынке. Потому что он в консолидации, поэтому мы стараемся торговать паттерны возле уровней. Да. Паттерны возле уровней. Я немножко подвинул стоп. Мы прям стоим на отметке 14 тысяч. Имейте в виду, круглые значения что-то значат на рынке. И крупные значения имеют значение. Да? Крупные цифры. Круглые, точнее, крупные. 14 тысяч, 14 500, 13 500. Рынки смотрят на них. Там нередко какие-то прорывы случаются, или паузы, отбои. Не всегда, но бывает. Мы залокировались на плюс еще
17 пунктов, около 32 пунктов. Мы сделали это немного, но и немало для NASDAQ, для такого рынка. Нормально. Моя задача, когда я прорабатывал вот эти свечные паттерны, была, чтобы как можно больше получать качественных возможностей на рынке. Потому что вот здесь, например, наверху у меня нет никакого сигнала, ни TCSL нет, ни вершины никакой нет, но есть зато свечная комбинация. Да? Вот они мне помогают участвовать там, где не появляются вершины, да, в силу их конструктивных особенностей. Да, потому что вершина просто так не появится. Рынок сначала должен отвалиться, а потом вернуться. Ну, вот как примерно золото. То есть требуется дополнительный, да, скажем так, дополнительное время, и по конструкции это все не так быстро. А с паттернами price action чуть быстрее. Они могут быть чаще, поэтому главное не переборщить с торговлей. Смотрите, как цена защищает 14 тысяч. Не цена, участники, да? Никак не могут телом закрыться на минутке ниже 14 тысяч ровно. Ведь это интересно. Может быть, купим, если эта свеча закроется выше максимума этой. Но пока нет, видите. Нет, рынок обнадежил. Что там по золоту сигнал? Секундочку. Здесь роботы параллельно стоят. Нет, по золоту нет пока. Близко, но нет. Я уберу вот так, чтобы не мешало нам. NASDAQ справа. Да, поменялись местами. Давайте вот так. Более привычно. Нестандартная ситуация, когда 10 минут ничего не происходит. Очень такая необычно. Смотрим, выскочит ли рынок за пределы вот этой пачки. Да, вот этой области. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Первая бычья свеча с таким, да, крупным телом за последние 10 минут. И при этом мы не ушли ниже телом 14 тысяч. Важно. Да, это для вас сигнал к тому, что, вероятно, может быть реакция наверх. Это не значит, что надо кидаться покупать, ведь сигнала нет. Да. Но есть звонок к тому, что рынок может выскочить. Но еще раз, мы здесь не прогнозируем рынок. Я не знаю, что рынок сделает в ту или иную минуту. Я ориентируюсь на то, что вижу. Да, и то, что я вижу, имеет вероятность определенную. Да? И это торгуем. А здесь, например, есть вероятность, что рынок может отскочить, да, но здесь нет ни одного сигнала, который мне знаком или который я торгую регулярно, чтобы открывать позицию. Поэтому я использую вот это как инструмент для выхода, да, как сигнал для выхода из той сделки, где я был вот здесь на sell, да, здесь я выше. То есть с помощью, да, трейдинг стопа, либо руками закрыл, неважно. Это очень несложно, трейдеры, но требует, да, внимания, концентрации. И самое главное, доверять тому, что ты видишь, потому что порой ты видишь одно, ощущения у тебя другие, тебе кажется, что так не может быть, мы там слишком высоко, слишком далеко, слишком та-та-та. Скорее, это просто внутри у вас страх, да, что-то страшно открыть позицию. А если отбросить все это и посмотреть на объективную картинку, то все сводится к одному, есть ли условия на вход или нет. Да. Тогда не будет сожаления, что я там мог бы войти, и здесь я мог бы не выходить, здесь наоборот надо было так поступить.
Сколько голосов, правда, внутри звенит. Абстрагируйтесь от этого. Они будут звенеть, пусть они звенят. Просто торгуйте больше то, что вы видите. Этому надо доверять. Не то, что чувствуете, там, может быть, кажется, туда дойдем. Начинаете ванговать. Зачем? Пустая трата времени. И зачастую не так не происходит. Потом ты думаешь, почему тратишь энергию и время на это. Тем более минутка быстрый график, все меняется. Сейчас одно, потом другое. Сейчас одно, потом другое. Поэтому мы и сделки держим недолго. Основной трейд, это первый трейд. То есть, когда я торгую внутри дня, цель моей торговли – это скальп. То есть, я торгую двумя позициями. Позиция 1 – это скальп, я ее называю, скальп. Скальп означает, что я беру профиты в течение 5-7 минут. Как правило, 5-7 минут по времени это первый, да, take profit первой позиции. И имеет вероятность около, в зависимости опять же таки от рынка, около 60% в среднем. Иногда она зашкаливает там 70 и выше, иногда падает там 52-55, ну в среднем 60%. То есть первый скальп 5-7 минут 60%. То есть если я имею профит первой позиции 60%, да, вторая позиция P2 у меня, как правило, это цель, да, второй позиции большой тейк. P2 это большой тейк. В скобках трейлинг стоп, то есть с помощью трейлинг стопа, трейлинг стоп. Да. P2 большой тейк, и он может быть там в 2 раза больше первой позиции, в 3, в 5, очень многое зависит от того, что я вижу на графике. Если я вижу флэт, могу я рассчитывать на большой тейк? Ну, маловероятно. Да, торгую даже двумя позициями. Но если я вижу моментум на рынке, или рынок пробил существенные зоны, то тогда я могу рассчитывать на большой профит и использовать функцию трейлинг стопа. Да? То есть двигать 102 позиции, если я взял take profit первый скальп за 5-7 минут. Ну, 5-7 минут это время, когда хороший сигнал отрабатывается, в течение которого, да, и с вероятностью 60%. Вот это основа. Если у тебя есть сигналы, которые... Ну, ладно, время отбросим, это не так важно. Может быть 1 минута, может быть 10 минут. Вероятность вот в 60% плюс-минус случаев у тебя работает первый тейк. Да? К моменту достижения тейк-профита первой позиции 102 уходит без убыток. Угу. То есть уже все, и не потеряешь деньги. И если идет дальше в плюс, то еще ты делаешь за счет второй позиции. Но если у вас вероятность первого тейка ниже 50, вы не сделаете никакие деньги. Или сделаете совсем небольшие. Эту вероятность нужно поддерживать на диапазоне 55-65, это прям оптимально. Выше, ну хорошо. Но для меня вот, я раньше торговал с вероятностью где-то в районе 52-55, сейчас 60, даже чуть повыше 62 на это процента за счет улучшения визуального вот этого, проработки визуального навыка. Да, распознавать ситуации, сигналы, когда ты смотришь кучу времени на график, у тебя формируются какие-то вот такие картинки наиболее вероятные. Плюс ты добавляешь свои вот эти знакомые сигналы. Ведь сигнал в разном рынке работает по-разному. Сигнал на пробой работает только в начале сессии, когда есть моментум на рынке. А сигнал на коррекции примерно то же самое. Да, сигнал на коррекции вот здесь вообще не работает. Да, если работает, то с очень такими, да, небольшими результатами. Поэтому 5-7 минут условное время, да, но у меня где-то вот в этом диапазоне, потому что вот здесь мы вошли, 1, 2, 3, 4, 5, 6 минут, там 7 минут первый тейк. Да, это говорит о том, что хорошая сделка. И обычно эти сделки имеют потенциал развиться дальше, да, при условии, что мы там ниже каких-то уровней или выше каких-то уровней, смотря что мы видим на графике, да, еще раз. Но сейчас я вижу, что цена во флете, да, мы торгуемся между зонами. Очень много сигналов, может быть, вот по ходу. Вот, например, buy сигнал, да, на скальп.
Вот здесь. Да? Почему нет? 15 пунктов. Нормально. Сколько минут? Раз, два, три, 4 минуты. Buy сигнал, да. То же самое, как здесь, да? И вероятность 60%. Вот это вся модель риск-менеджмента моя. Очень простая, очень примитивная. Поэтому не надо думать о том, куда пойдет цена, надо думать о том, насколько вероятен твой сигнал. Первый, да, вот основной. Все. Вероятность на твоей стороне, ты будешь делать профит. У нас вершина по NASDAQ. Мы видим симметричную вершину без дополнительных подтверждений пока. Смотрим налево, уровня нет никакого. Отличные уровни наверху. Но это паттерны консолидации, они хорошо работают во флетах. Давайте посмотрим, будет ли у нас подтверждающий сигнал на правой стороне паттерна. Правая сторона это вот это, текущая. Сейчас есть левая сторона, рынок отскочил, потом сформировал правую сторону. Да, идеальная симметрия. Мы стоим практически на одной ценовой горизонтали. Но мы выше 14 тысяч ровно. Да, то, что должно о чем-то мне говорить. Поэтому я смотрю, будет ли достаточно условий, чтобы нажать здесь шорт. Мы можем добавить доп-фильтр по NASDAQ. Если рынок пробьет середину вот этого паттерна, тогда мы зайдем на sell. Таким образом мы избежим ситуации, когда рынок, не пробив середину, бум, улетит наверх. То есть чуть-чуть быть более сдержанным, да, здесь. Посмотрим, если мы пробьем эту зону, то мы ожидаем опять движение к 14 тысяч. Это 15 пунктов, 18, ровно как и вот здесь мы брали. Опять же, это все внутри консолидации, внутри флета. Для меня флет это когда цена торгуется между красной моей линией и зеленой. Я во флете. Следовательно, очень нужно быть внимательным, не спешить никуда, принимать только самые вероятные сигналы, не ждать больших тейков. То есть сразу у тебя меняется фон. Да? Потому что когда рынок во флете, ты одним образом действуешь. Когда рынок в тренде, другим образом. Одинаково ты не можешь действовать одинаково. Потому что рынок разный. Посмотрим, пробьем ли мы середину паттерна. Если пробиваем, то это усиливает этот паттерн. Потому что нередко бывает так, мы видим паттерн, рынок приходит и ретестит минимум, и бум, новый хай. Поэтому, с одной стороны, торгуя раньше этот паттерн, вы получаете более выгодный вход, дороже. Иногда даже по самой не хочу продаете. Если вы здесь продали, уже 5 пунктов. Но если я сейчас здесь продам, то да, я рискую больше, может быть, но получаю более вероятный исход. Да. Посмотрим, будет ли close, будет такое прямо закрытие на границе. Это неинтересно, надо четко увидеть, что эта свеча закрылась телом ниже. Если да, то хорошо, нет, ну тоже хорошо. Пока не получилось, вот мы протестировали, но не закрылись. Посмотрим, что будет со следующим баром. Одна из практик, которая тоже распространена вокруг таких сигналов, это sell stop. Ставится на определенное количество пунктов, отсюда берется sell stop, и если прорывает все, вот как сейчас, то прыгнул в движение и поехал. Видите, да, как я уже, если сейчас продам, насколько это будет позже, в отличие от входа, например, вот здесь, может быть, на самом экстриме. То есть за против. Слабые и сильные стороны. Еще очень важно, как вот эта свеча пробойная закроется. Где будет ее цена закрытия относительно ее минимума. Есть sell. Не стоит бояться вот эту следующую свечу. Это нормальная коррекция. Пробой уровня. И сейчас коррекция. Все равно вполне может скорректироваться на 60%.
Не надо трепетать из-за этого. Ну и наши ориентиры, как обычно, здесь. Взял я первый тейк. 15 пунктов. Очень быстро мы видим. Раз, два. 2 минуты. Это говорит о хорошем входе в позицию, о качественном паттерне. Опять же таки, всегда держим в голове вероятность. Вероятность. Но этот паттерн с подтверждением. То есть мы пробили середину. Угу. Итого 50 пунктов, 500. Да, за полчаса, плюс-минус, мы пробили середину паттерна. И это кластер 2 sell. Да, паттерн плюс пробой паттерна. Если цена будет снижаться, то 13987 и ниже это buy зона покупок. Причем после пробоя обратите внимание на поведение цены. Вот эта свеча закрылась на практически минимуме своем. Нисходящая свеча закрылась на минимуме. И затем идет следующий бар. Казалось бы, что-то не то. Да, неправильно вошли. Надо было подождать или надо было здесь ходить, да? И потом рынок бум обратно. И вот эти коррекции, они нормальные. Нередко рынок доходит до 60% коррекции от вот этого движения. Бывает так, рынок упал, либо ушел чуть ниже, потом цена пошла на коррекцию. Опять свечной паттерн на buy. Посмотрите, buy сигналы. Buy сигналы. Снова возможно здесь сцапать несколько пунктов. Опять-таки базовые трейды от структуры. Да, от структуры рынка. Еще раз, если первый скальп у меня сработал, да, первый тейк, вторая позиция уже в нуле. Если первый тейк сработал, вторая позиция без убытки. Очень важное правило. Потому что если я держу вот этот стоп здесь, рынок развернется и вынесет мне это нулевой трейд. Да. И еще раз, не устаю об этом говорить, хорошие трейды отрабатываются до 10 минут максимум. Обычно 3, 4, 5, 7. 10 минут это уже даже больше нормы. На самом деле, вот когда рынок во флете, это неплохо и не хорошо. Это нормально. Да? Какая мудрая мысль, да? Почему нормально? Потому что все то же самое, вероятность. Но здесь ты торгуешь те сигналы, которые во флете работают. Но если трейдер упрямо торгует сигналы, которые он до этого, вчера, например, был, например, трендовый рынок, он по тренду делал деньги, торговал трендовые сигналы, и сегодня их пытается снова торговать, то он, скорее всего, сольет часть позиции, часть прибыли, которую сделал. Поэтому очень важно понимать, в каком контексте ты работаешь. Во флете, что это тебе говорит? Короткие стопы, короткие тейки, внимательное отслеживание позиции, ожидание быстрых реакций в плане того, что цена там прошла какое-то количество пунктов, бум, обратно. То есть такой вот рынок. Сейчас мы видим, да, вторая позиция опять закрылась. После достижения первой стоп упал в безубыток. Видим, рынок неустойчивый, но в этом рынке мы тоже можем зарабатывать. Я гарантирую, что ваши результаты будут намного лучше. Вы тогда не будете ссылаться на то, что ой, мой сигнал, ваш сигнал я имею в виду, работал, и вдруг перестал. Какой кошмар. Перестал работать. Не сигнал перестал работать, он работает, но просто условия, в которых он работал, сейчас отсутствуют. Вам либо нужно смотреть другой инструмент, где эти условия есть, либо поменять и подобрать под это состояние рынка, который сейчас соответствующий сигнал. Это самая главная ловушка, в которую начинающие попадают. Очень часто можно встретить такие разговоры от трейдеров, что я использовал там что-то, потом это перестало работать. Нет, да, так же работает большинство техник, особенно если они основаны на цене, да, вот паттерны, стрелочные мои сигналы, пробои уровней, что еще, вот эти коррекционные ПБ сигналы.
то они, как правило, цикличны. То есть это будет всегда появляться. Вот всегда мы будем видеть в сильных трендовых движениях, да, стрелочный сигнал. Но мы знаем, что это слабая сторона стрелок. Вот если я вижу, например, сильный моментум TCSL, сильный моментум TCL, да, в какой-то момент рынок дойдет до экстрима и развернется. Но это менее интересно, нежели если TCSL вот в этом рынке. Вот моментум рынок, где что мы в первую очередь хотим применять? Коррекционные сигналы. Да. Обычно в сильном трендовом рынке вот эти коррекции, они все одинаковые. Да? Наблюдается симметрия коррекции. То есть мы можем предположить, куда цена может примерно опуститься и где можно пробовать селить или покупать. Сейчас, секунду, я отвлекся на NASDAQ, смотрю за ним. Вот опять один в один ситуация. Тоже у нас паттерн. Паттерн напротив паттерна. Немножко они отличаются визуально. Но здесь вход невыгодный. Свеча очень большая, она уже 15 пунктов. Может отвалиться, конечно, но сигнальная свеча очень широкая. То есть она уже съедает вот этот, да, потенциал, скажем так. Знаете, как рынок идеально балансирует, да? Паттерн, паттерн, свечной паттерн, свечной паттерн. То есть раз свечной, два графический с подтверждением, 3 свечной, 4 свечной и вот еще один. Да. Этот невыгодный. Здесь я не входил, потому что был в продаже. Здесь тоже был невыгодный. Мы видим, что вообще рынок прошел здесь 13 пунктов. Ну и здесь квалифицирован, наверное, один из самых сегодня чистых трейдов, потому что здесь мы прям там без копеек дошли до экстрима. Паттерн, особенно когда я вижу у экстрима большую свечку, бычью, восходящую у сопротивления. После этого паттерн тоже усиливает сигнал. Потому что когда, да, мы наблюдаем вот такую картину, все, рынок растет, 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 доходит до сопротивления, и у сопротивления вот такая огромная слоновая свеча, восходящая, например. Ну, если цена до этого росла, то она обычно последняя. Да, но нужно подтверждение. Здесь как раз паттерн. И мы видим, что вероятность сигналов, ну сколько сигналов? Раз. Можно даже этот взять, который на пробой, еще до вот этой всей лабуды, да, вот этой консолидации. Здесь мы еще не знаем, что будет консолидация. Откуда мы знаем? Да, мы знаем, что вот здесь уровень. То есть до моей сессии вот уровень. Так, если я сделал, я его уже вижу. Там, тем не менее, это квалифицированный сигнал. Я здесь продаю, беру скальп. Раз сигнал квалифицированный. Два сигнал. Pullback buy. Два сигнал квалифицированный. Вот здесь. Потом 3, 4. Опять-таки, смотря где вход, но это не влияет на итоговый результат. 5, да, 6. 6 сигналов. И мы видим, что как минимум 70% из них профитные. Как минимум в 70% из них цена проходила, скажем так, то количество пунктов, которое мы ожидали получить. Да, вот в течение вот этих там 5-7 плюс-минус минут. И этого нам достаточно. Да, мы можем такой рынок вообще не торговать. Ой, рынок во флете, пойду-ка я домой. Какие проблемы? Но может второй день, третий день так быть, четвертый день. Каждый день новый рынок. Очень важные принципы. Если вы согласны со мной, вы тоже считаете, что это важно, то ставьте лайки. Возникает вопрос, если вам что-то не ясно или у вас есть предложение на тему какого-то видео, пишите. Да, я постараюсь удовлетворить спрос. Если хотите торговать со мной в чате, с нашими трейдерами и вообще научиться последовательной, системной, дисциплинированной торговле, потому что цель торговой системы не в том, чтобы... то есть одно самое главное трейдеры пропускают. У меня есть торговая система, чтобы заработать деньги. Нет. Торговая система нужна для того, чтобы стать дисциплинированным, чтобы заработать деньги. Вот так. Поэтому первым этапом, после того, как вы начинаете, да, допустим, заказали торговую систему, кластер трейдер, рейндж трейдер, либо все вместе, первый этап – это стать дисциплинированным, то есть научиться постоянно исполнять одинаково одни и те же сигналы,
в одних и тех же условиях, распознавать, уметь эти условия и подбирать под эти условия паттерны, да, сигналы, комбинации. И потом, как только вы станете системным, у вас будут профиты. А не так, что, о, система, сигнал, профит, профит, профит. Нет. Правила, сигналы, дисциплина, постоянство исполнения и потом прибыль. Вот так. Когда я создаю правила, у меня существует кластер трейдер система, да, основа, база, потом range трейдер, где строятся вот эти уровни. Хотя мы можем использовать уровни со старших таймфреймов для торговли на любом таймфрейме, но вот эти range уровни, они как раз для конкретной сессии. То есть я их разрабатывал для себя, но наши трейдеры их полюбили, потому что адаптировать можно под любой рынок практически и под свою конкретную сессию. То есть ты торгуешь вот эти свежие зоны, и вокруг них часто хорошие реакции происходят. И из новинок у нас кластер трейдер для MT5. Такая получилась модифицированная версия. И вот эти сигналы, PB сигналы, PB buy, PB sell для торговли на коррекциях. Но еще раз, я вижу сигнал и сразу вопрос, в каком рынке это работает. И вот через этот процесс наши трейдеры всегда проходят. Вы можете работать самостоятельно по сигналам. У нас есть методичка, куча тренингов. Садитесь и работайте. Но если есть возможность посещать закрытый чат, то это рекомендуется, потому что закрытый чат – это место, где сходятся теория и практика. Сначала вы слышите на канале, вот большинство трейдеров, которые приходят уже в закрытый чат, говорят, что я смотрел на канале, все так понятно, начинают что-то пробовать, ничего не получается. И когда уже подключается в чат, да, ну, имеется в виду, имеют систему, да, заказывают систему, а то меня часто спрашивают: Аркадий, я хочу в чат попасть. Как попасть в чат? Мы можем вам предоставить доступ в чат, но это будет абсолютно бесполезно без системы. Ведь чат для трейдеров, которые торгуют по системе. Потому что мы там делаем только то, что нужно по правилам. Да, я иногда ухожу там в психологию, мы какие-то тонкости разбираем, но в целом весь процесс строится на тех правилах, которые есть в системе, либо в системах, смотря сколько, да, у трейдеров сигналов, потому что каждый сигнал для своих рыночных условий. Поэтому в чат, ну, если просто попасть, ну зачем? Ну зачем? Если вопрос есть, вы можете его смело задать нам на почту. Есть вопросы, смело пишите нам. Нет вопросов, не пишите, подключайтесь.